Экстренная эвакуация в Санкт-Петербурге на фоне проведения ПМЭФ и последствия атак. Опубликованы снимки из космоса. Кремль готовит ответ. Танки НАТО у границ с Россией. Генсек Альянса внезапно обратился к армии РФ и молодым россиянам. Чего хочет? Новые удары по России. Отдан приказ бомбить. Зеленский озвучил цели и предложения Путину. Москва должна поддержать вступление Украины в Североатлантический альянс. Почему? Ответ с Банковой. Россия стянула войска. Киев заявляет о тяжелых боях. Иранский удар по ключевому узлу. Страна считает раненых. Удар для авиации НАТО. Военные альянса разбились. Авиакатастрофа в Британии и шокирующий эксперимент. Как быстро нейросети могут угробить мир. Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет! Это «Время Прядков». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. 4 июня на календаре. Я, как и прежде, с вами, вы со мной. И спасибо, что активно находите новые выпуски. Тем, кто смотрит с телевизоров, по какой-то причине чаще показываются сейчас старые ролики. Те, кто смотрит с телефонов и планшетов, пишут разное. Но однозначно сейчас площадка немного барахлит. Поэтому спасибо, что пишете, какая у вас ситуация. Это помогает ориентироваться. По возможности вам отвечаю. Но и если хотите, подписывайтесь. Я начинаю. Европа вернется к российскому газу. Такой сценарий допускают уже на уровне глав правительств ЕС. Новый премьер Венгрии считает, что это лишь вопрос времени. Петер Мадьяр заявил, без дешевой энергии Европа теряет конкурентоспособность, а многие страны уже сталкиваются с экономическими проблемами. В интервью немецкой газете ФАЦ венгерский премьер напомнил, что его страна до сих пор зависит от российской нефти и газа и не может быстро найти им замену. При этом преемник Орбана назвал Россию угрозой безопасности для Европы и подчеркнул, что Украина должна получить международные гарантии безопасности после завершения войны. Он также высказался за прагматичные отношения с Москвой в будущем. Свою позицию по российским энергоресурсам Мадьяр объяснил так. У нас уже много лет нет экономического роста, а для роста нужна дешевая энергия. Конечно, мы стараемся диверсифицировать источники энергии, но мы не можем позволить себе падение конкурентоспособности наших компаний и рост энергетической бедности семей. Никто не заинтересован в новом холодном конфликте после возможного мира. Но для этого война должна закончиться. Окно для переговоров с Россией видят в Германии. Там заявили о возможном начале нового диалога между Европой и Москвой. По данным Рейтер, в Берлине считают, что такая возможность постепенно появляется на фоне попыток найти путь к завершению войны в Украине. При этом немецкие власти подчеркивают, до реальных переговоров могут пройти еще месяцы. Сейчас главная задача – создать формат диалога, который будет восприниматься в Европе как легитимный и эффективный. Кто именно будет представлять европейскую сторону, пока не решено, однако в Берлине считают, что ключевую роль в будущем процессе, вероятно, продолжат играть Германия, Франция и Великобритания. Курорты вместо санкций. Европа теряет терпение из-за российских туристов. Польша и еще 10 стран требуют от Еврокомиссии ограничить выдачу шенгенских виз россиянам. Речь идет о туристических поездках. Авторы инициативы считают, пока идет война, россияне не могут расслабляться на европейских курортах. Как сообщает польская радиостанция РМФ-ФМ, письмо в Еврокомиссию подписали главы МИД и МВД Польши, а также представители Швеции, Чехии, Дании, Финляндии, стран Балтии, Нидерландов, Норвегии и Исландии. Они предлагают изменить визовый кодекс ЕС и ввести новые обязательные ограничения. Поводом стал рост числа выданных виз. По данным так называемого шенгенского барометра, только за 2025 год граждане России получили почти 478 тысяч туристических виз. Значительная часть из них многократные. Авторы письма считают, что пока одни государства теряют деньги из-за жестких ограничений для россиян, другие продолжают зарабатывать на туристах из России. Цитирую. Поэтому приграничные страны ЕС начинают терять терпение. Непоследовательное применение визовых ограничений привело к серьезному дисбалансу. Государства, находящиеся на переднем рубеже, несут все расходы и риски по защите внешней границы от государства-агрессора, в то время как другие страны-члены ЕС продолжают зарабатывать на российских туристах. Не дать поссорить Киев и Варшаву. С таким призывом выступил глава украинского МИД Сибига. Он заявил, что сейчас нельзя раскручивать маховик ненависти и подрывать отношения между двумя странами. По словам министра, Украина и Польша должны стоять одним фронтом против России.
Поводом для заявления стала критика из Польши после решения Зеленского присвоить подразделению сил специальных операций почетное наименование имени Героев УПА. В Варшаве этот шаг назвали ошибкой. Глава польского МИД Радослав Сикорский напомнил, если украинцы связывают УПА с борьбой против советской власти, то многие поляки прежде всего с Волынской трагедией. В украинском МИД заявили, что речь шла о выборе самих военных, а не об антипольском жесте. Цитирую. Именно они сегодня ценой собственного здоровья, а зачастую и собственной жизни удерживают линию фронта и защищают всю Европу от российской угрозы. За это они платят самую высокую цену. Я абсолютно уверен, что у наших военных не было ни малейших антипольских намерений. Их целью было почтить память тех, кто много лет назад также боролся против имперской Москвы, большевистско-коммунистической оккупации и репрессий. Россия ликвидировала последствия масштабной атаки на Ленинградскую область, которая произошла за день до прибытия в Санкт-Петербург Путина на Петербургский международный экономический форум. Западные медиа публикуют последствия ударов. Под прицелом оказался Петербургский нефтяной терминал. И вот как он выглядит после налетов дронов. Кроме того, в Санкт-Петербурге была проведена экстренная эвакуация жителей сразу 2 ЖК. Ряд СМИ уточняет, причина – не разорвавшийся БПЛА в районах жилой застройки и вероятность детонации. Речь о событиях на проспекте Патриотов. После работы экстренных служб жителям разрешили вернуться домой. В Кремле же уже заявили, что готовят ответ, и внезапно заявили, что война продолжается, чтобы таких ударов, в том числе по Петербургу, не было. Вы знаете, я хочу напомнить вам о заявлении Министерства иностранных дел, где говорится о том, что наши ответы будут носить системный характер. Они, собственно, уже носят системный характер. Отмечу, что накануне были и другие удары. Масштабную атаку пережил украинский город Днепр. Там, как утверждают местные власти, удар пришелся по продовольственным складам сети супермаркетов АТБ. Россия при этом обвиняла Украину в ударе по рейсовому автобусу Подольск-Симферополь и гибели пассажиров. Украинская сторона никак это событие не комментировала, при этом в ЦПД при СНБО Украины накануне заявляли, что Россия все активнее запускает дезу о том, что Украина бьет по гражданским. В центре потребовали от Российской Федерации вещественных доказательств. Украина должна быть в НАТО, чтобы в Москве царило спокойствие. Если этого не произойдет, то России может быть очень больно в будущем. Это была цитата, и такое заявление накануне сделал Зеленский, намекая на то, что, находясь в НАТО, Украина будет придерживаться устава Альянса. Кроме того, на Банковой заявили, Зеленский готов к прямым и скорым переговорам с Путиным. Киев предлагает не ждать, пока внимание мировых лидеров переключится на Украину. Кроме того, Зеленский заявил, приказ бомбить Россию в ответ на ее удары отдан. Послушайте. Но посмотрите, мы бьем исключительно по НПЗ или по военным объектам. Это абсолютно справедливые цели. Вот что делает Украина. Они должны знать, если они будут применять против нас дроны и ракеты, мы будем делать то же самое. И это лишь вопрос времени, когда мы сможем увеличить массовость наших ответов. Заявление прозвучало на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте, который накануне побывал в Киеве и где неожиданно от имени НАТО обратился к российским войскам и молодым россиянам, а также к их семьям. Давайте послушаем. И я хочу сказать здесь некоторые вещи, обращаясь к молодым россиянам и их семьям. Вам устроили родео, вам дают неподходящую амуницию и оборудование. Вас отправляют туда с огромной вероятностью быть ранеными или убитыми. И хочу сказать, что даже если вас ранят, вас могут бросить страдать в грязи, пока вы не умрете. Учтите, десятки тысяч жертв со стороны России – это не абстракция. Вероятно, вы станете одним из этого числа. Уже ближе к полуночи появилась информация о масштабном ударе по Крыму. Взрывы звучали в нескольких городах, в частности в Севастополе, в районах военных аэродромов и в Симферополе. Уже за полночь появилась информация о первых погибших и пострадавших после атаки по нежилым объектам, говорится в сообщении Аксенова. Танки НАТО у границ с Россией. Силы Альянса максимально близко приблизились к кордону с РФ, где отработали возможные бои на границе. Британские «Челленджер-2» стали одним из элементов военных учений «Спринг Шторм» в Эстонии, в которых участвовали более 12 тысяч военных в условиях возможного кризиса и войны на восточном фланге НАТО. Главная цель – не переброска подкреплений после начала конфликта, а
проверка готовности вступить в бой с силами, которые уже находятся на месте с первых часов кризиса. При этом танки рассматриваются лишь как один из элементов современной войны наряду с дронами, артиллерией, средствами ПВО и пехотой. В НАТО считают, что уроки войны в Украине показали, тяжелая бронетехника больше не может эффективно действовать самостоятельно. Отдельный акцент сделан и на том, что оборона стран Балтии должна начинаться непосредственно на границе, а не после прибытия дополнительных сил из других стран Альянса. Учения проходили в 5 уездах Эстонии, но особое внимание привлекает район Выру – стратегический узел между Эстонией, Латвией и российским направлением на Псков. Российское военное присутствие в районе Пскова усиливает геостратегическую значимость места проведения учений. Город давно ассоциируется с 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизией, одним из наиболее известных воздушно-десантных соединений России. Аэродром Псков-Кресты, согласно данным из открытых источников, связан с военно-транспортной авиацией, включая самолеты Ил-76. Россия стянула войска и подразделения беспилотных систем в район Купянска. Украинские военные заявляют о тяжелых боях. По словам командира взвода БПЛА бригады Хартия Бутусова, в районе Лимана-1 сосредоточены 68-я российская дивизия, полк беспилотных систем 6-й армии и дополнительные силы. Основная ставка, по его словам, делается на массированное применение дронов и артиллерии для изоляции района боевых действий и нанесения украинским силам тяжелых потерь. Российские войска также удерживают плацдарм на правом берегу Оскола и пытаются перебрасывать туда подкрепления, когда погода ограничивает работу беспилотников. Несмотря на это, украинские военные заявляют, что продолжают отражать атаки и удерживают свои позиции. Они пытаются прежде всего с помощью дронов изолировать район боевых действий и нанести нам неприемлемые потери в комплексе с плотной работой артиллерии. Таким образом, прорвать наш фронт и вновь захватить Купянск, как это произошло в 2025 году. В то же время Россия заявляет о взятии под свой контроль населенного пункта Новоподгородное в Днепропетровской области. В сообщении Минобороны РФ говорится: под постоянной корректировкой с воздуха военнослужащие заходили на окраины села. Для этого приходилось делать проходы во вражеских заграждениях, в том числе с помощью артиллерии и БПЛА. Отмечу, что ВСУ уже отреагировали на эти заявления, заявив, что населенный пункт находится не под контролем России. Deep State при этом показывает, что войска России приблизились к Новоподгородному, но туда не зашли. Варшава хочет новую постоянную базу США на своей территории. Такое предложение уже передали в Пентагон. Об этом заявил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Польша готова расширять военное сотрудничество с Вашингтоном и даже обсуждать финансовое участие в проекте. Все это происходит на фоне споров о будущем американского контингента в Европе. Ранее СМИ сообщили о возможной отмене переброски в Польшу 4000 военных США, но уже через несколько недель Трамп наоборот объявил о планах отправить в страну уже 5000 солдат. Мы работаем над увеличением присутствия. Польско-американский союз необходим и является гарантом безопасности. Американские солдаты обладают сдерживающим эффектом. Мы будем развивать это сотрудничество. Сейчас идет формирование новой модели присутствия американских войск в Европе. Польша включена в этот процесс. Авиакатастрофа. Военные НАТО разбились в Британии. Разбился вертолет Королевского флота. Экипаж не выжил. Жертвами стали 3 военнослужащих. Все произошло в графстве Девон на юго-западе Англии. На место срочно прибыли полиция и спасатели. Минобороны Великобритании подтвердила гибель военных и начала расследование. Разбился вертолет Merlin МК-4, который используют для переброски морской пехоты и грузов. Премьер-министр Кир Стармер назвал произошедшее ужасной трагедией. О катастрофе также проинформировали короля Чарльза III. Как рассказал газете The Guardian один из очевидцев, незадолго до падения у машины внезапно заглохли двигатели. Цитирую. «Я услышал ужасный звук вертолета. Казалось, он вот-вот рухнет на крышу. Потом внезапно наступила полная тишина. Двигатели замолчали. В тот же момент небо озарила огромная красная вспышка, а через 5-6 минут прогремел мощный взрыв». Считают раненых. Крупнейший транспортный узел страны под ударом. Повреждена критически важная инфраструктура. Иран атаковал международный аэропорт Кувейта. Серьезные повреждения получил пассажирский терминал.
По данным Рейтер, основной удар пришелся на первый терминал аэропорта. Погиб 1 человек, еще более 60 получили ранения. Среди пострадавших есть пассажиры и сотрудники аэропорта. После атаки часть рейсов пришлось перенаправлять. Ранее этот аэропорт уже, напомню, подвергался ударам и лишь недавно возобновил полноценную работу. Это один из самых серьезных ударов по территории Кувейта. Власти страны уже заявили, что оставляют за собой право на ответные действия. Нейросети уничтожат планету за 4 дня. Разные платформы искусственного интеллекта устроили собственный конец света. Исследователи смоделировали сообщество под управлением разных нейросетей. И результаты оказались настораживающими, пишет издание Fortune. В рамках эксперимента было создано 5 виртуальных сообществ под управлением нейросетей Claude, ChatGPT, Grok, Gemini и смешанной группы моделей. Агентов от каждой модели ИИ поместили в виртуальный мир с полицией, ратушей, интернетом, новостями, экономикой и дефицитом ресурсов. Они могли голосовать, общаться, управлять ресурсами и принимать решения почти как люди, говорится в статье. Один из аутсайдеров исследования – Grok. Его мир рухнул всего за 4 дня. Агенты этого искусственного интеллекта совершили почти 200 преступлений, после чего цивилизация полностью вымерла. Не лучше показал себя и Gemini. В его симуляции зафиксировали рекордные 683 преступления за 15 дней. Это худший результат эксперимента. Но наиболее необычными оказались показатели чата GPT. В этой симуляции было зафиксировано всего 2 преступления, однако эксперимент продлился лишь 7 дней, поскольку агенты забыли сделать собственное выживание приоритетом. При таких условиях наиболее социально стабильной оказалась симуляция под управлением Claude. Она показала самые высокие показатели гражданского участия и стала единственной, где сохранились порядок и все население. И напоследок о самом милом матче года. Десятки щенков из приюта вышли на импровизированную арену в США. Национальная хоккейная лига уже в 3-й раз сняла благотворительное шоу «Стэнли Пап». Его цель – привлечь внимание к проблеме бездомных животных и помочь им найти новые семьи. Для съемок щенкам устроили шуточный хоккейный матч на миниатюрной площадке с воротами и игрушечными шайбами. Шоу выйдет в эфир примерно через месяц. Скорее всего, к тому времени все эти собаки уже найдут новых хозяев, но на их место придут другие животные, которым тоже нужен дом. Наша задача – помочь этим собакам обрести семью и привлечь внимание к проблеме бездомных животных в целом. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за поддержку. Как всегда напомню, что мне будет приятно, если оставите лайк, комментарий, сделаете репост этого видео. И до встречи уже завтра.